Всем привет! Мне кажется, замечательную задачу я для вас придумал. Даны 4 кубика одного размера с ребром равным единице, и нужно найти угол АБЦ. Угол АБЦ в пространстве обычно находится из какого-либо треугольника. Ну, наверное, здесь понятно, что треугольник это будет АБЦ, и нужно найти длины его сторон, чтобы потом использовать, в частности, теорему косинусов. Ну, давайте я проведу отрезок АБ и попробую его найти каким-то образом. Я скажу сразу, что удобнее всего здесь воспользоваться тем, что данный отрезок является диагональю некоторого прямоугольного параллелепипеда. А в недавнем ролике мы как раз рассказывали о теореме Пифагора в пространстве. Можно сказать, что квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов его измерений. А в квадрате плюс b в квадрате плюс c в квадрате, то есть длины, ширины и высоты. Хорошо, давайте посмотрим, а b будет диагональю какого параллелепипеда? Просто достроим до параллелепипеда, поместив вот пустой кубик над точкой А. Ну, вроде бы так, да? Вроде бы так. Одна грань проведена. Ну и верхнюю осталось провести нам грань. Как получится, ну, мне кажется, даже и терпимо. Здесь, если я штриховой проведу, станет совершенно понятно, что АБ, диагональ прямоугольного параллелепипеда, с размерами 1, 1, ну и 2. Вот, третье измерение будет равно 2. Тогда АБ в квадрате будет равно 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 2 в квадрате, верно? Это сколько? 6. Здорово. Теперь BC. Теперь очередь BC. BC мы посчитаем, ну, очень легко. BC это будет гипотенуза прямоугольного треугольника. Так. Видите, приходится рисовать, чертить. Ну, вам больше приходится вот так. И все. Получается прямоугольный треугольник с катетами 1 и 2. Тогда BC, возьму зеленый, в квадрате будет равно 1 в квадрате плюс 2 в квадрате. Это будет 5. Здорово. Что осталось? Ну, сторону АС искать. Ну, давайте еще раз я синий все-таки возьму цвет, чтобы треугольник был весь такой. АС. И буду искать сторону АС. АС тоже является диагональю прямоугольного параллелепипеда с измерениями. Вот можно сказать 1, 1 и 3. Вот 1 и 1 дают нам 3. Вот так. Тогда все. Получается, что АС в квадрате будет равно 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 3 в квадрате. Это будет 11. Здорово. Анализ пошел полученных нами значений. 6, 5, 11. Невероятно. О чем это говорит? Это говорит о том, что АС в квадрате будет равно АБ в квадрате плюс БС в квадрате. Здорово. Отсюда что следует? Что наш угол АБС прямой, треугольник прямоугольный. Этот угол АБС равен 90 градусов по теореме, обратной теореме Пифагора. Мы решили эту неплохую, как мне кажется, задачу. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, скажите, я классную задачу все-таки придумал. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.